песня Into Your Fantasy просто замечательная. У меня к тебе такой вопрос. Какие ты вещи ты бы взял с собой на необитаемый остров? Привет, Валентина. Очень хороший вопрос. Какие? Я даже не знаю. Я бы взял с собой любовь, веру и надежду. У них очень красивые улыбки. Ну, не, ну серьезно, любовь, вера и надежда, это все, что нам нужно. Пишет Маргарита. Привет, Алекс. Вот мои вопросы. Какой фильм ты посмотрел бы последним? И какой посоветуешь посмотреть нам? Будет ли у тебя тур по России? Если да, то какие О, Господи, как много вопросов. Подожди, какой фильм я бы... Какой фильм посмотрел бы последним? Посмотрел бы последним или посмотрел последним? Посмотрел последним. Я смотрел сейчас, как называется, «Кинг-Конг». Он, хотя старый фильм, но у меня же такой плотный график, что у меня никогда не получается ничего в кино смотреть. Я всегда смотрю все на Blu-ray, DVD, и очень много уже лет после того, когда премьера была. Но по-прежнему это один из самых лучших фильмов в мире. «Кинг-Конг», посмотрите. И «Бэтмен» тоже. Потому что там 3 самых главных момента: хорошие актеры, хорошая музыка и хорошо порезано. Как называется? Смонтировано. Это самое важное. Потом все эти спецэффекты, это уже можно иметь самый большой бюджет, но это не поможет, если этих моментов нету. Скажи, когда у тебя будет тур по России? Это кто спрашивает? Это по-прежнему. Маша, да. Маргарита это Маша? Нет, Маргарита это Маргарита. Нельзя скорочать, понятно. Тур по России. Но у меня никогда нету такого вот форматного тура, где я играю ту же самую программу во всех городах. У меня, например, классический концерт в Самаре, потом поп-концерт в Петербурге и так далее. Так что следите на мой Facebook, facebook.com/Александр Рыбак, и вы все узнаете. Ну, в общем, она приглашает тебя в Липецк. Спасибо, я приеду. Я приеду в Липецк. Пишет, что ты самый лучший, и они тебя любят. Спасибо вам, спасибо. Очень странная ситуация, вот вам и вам. Ну, молодец, ты молодец. Хорошо. Значит, следующее так сел, Ксюша, я так предполагаю, пишет: приветик, у меня такой вопрос. Со многими девушками ты общаешься по своей электронной почте. Кто тебе запоминается больше всего? По электронной почте? Ну, я не могу сказать, что я общаюсь с ними. Конечно, если вот очень на меня повлияет девушка, так тогда я переписываюсь с ней. А так я просто иногда получаю фан-почту, и хочется, конечно, ответить, но очень редко получается, что у нас уже диалог и контакт. Так что, но все равно, по-прежнему я очень рад всегда, когда мне пишут, особенно не на электронной почте, а вот письма пишут. Это я чуть-чуть вот такой старомодный парень. Пишет тебе Полина. Привет, Саша. Привет, Полина. Меня зовут Полина, я из России. Конечно же, поздравляю тебя с выходом новой песни. Она прекрасна, вызывает столько положительных эмоций, заставляет долго улыбаться. Она тебя благодарит за это. И вопрос первый: что вдохновило тебя на написание этой песни? Вдохновление, вообще-то, может быть, из всего, из природы, может быть, ты встретил интересного человека. А я, честно сказать, я сам себя вдохновил в этот раз, потому что мне очень интересно было записывать, я озвучивал главного героя Скандинавии, и вот сам себя вдохновил написать песню для этого же фильма. И послали мы песню за несколько недель перед премьерой. И я думал, что, конечно, нету шансов, что они ее возьмут, но вот DreamWorks из Лос-Анджелес позвонили нам, сказали, что очень понравилась песня, и мне повезло.
Она еще спрашивает, помнишь ли ты, что ты чувствовал и о чем думал, когда снимал клип на эту песню? Я чувствую себя профессионалом, так что вот, когда я в моменте, когда я на концерте или снимаю клип, записываю песню, я пробую не переполняться чувствами, чтобы сделать очень хорошую работу, но я подготовился к клипу, и самое мне главное было, чтобы все, помоги мне сейчас, как называется, не герои клипа, а те, которые просто участвуют. Актеры, модели? Актеры масса, типа Массовка. массовка. У меня самое главное было, чтобы всем было приятно, чтобы всем было хорошо и комфортно на съемке. И это, я думаю, это очень видно в клипе. Я очень надеюсь, что вам понравится и что вы тоже вдохновитесь. Полина еще интересуется, если бы ты мог начать все сначала, то поменял бы что-то в своей жизни. Ну вообще, что бы поменялось? Ну, я один из тех артистов, который очень просто доволен жизнью, доволен своей карьерой. Единственное, вот если вот совсем, чтобы все изменить, так интересно было бы узнать, что бы все-таки случилось, если я не расстался с моей любимой и не написал песню Fairy Tale и не выиграл Евровидение. Я уверен, что у меня бы жизнь была бы очень спокойная, очень комфортная и чуть-чуть скучная. Вот. Так что я все-таки очень рад, что все получилось так, как получилось. А если бы твою жизнь можно было изложить романом, каким бы было его название и конец? Ой, вот это нужно подождать. Давай следующий вопрос. Какой последний фильм ты смотрел, уже было? Это то же самое, это Нет, ну да, Полина да, все Полина спрашивает. задает, да. Ой, любопытная Полина. Еще раз. Какой последний фильм ты смотрел? Ты говорил уже фильм. Да, не надо повторять вопрос. Окей, тогда она тебе желает прекрасного настроения, улыбок, хороших мыслей, новых снов. Спасибо. Настроение обещаю, улыбок не всегда у меня получается, но настроение там. Класс. Спасибо. В общем, дальше вопрос у нас задает Анна. О, красивое имя. Аня. Да. Какая из частей «Как приручить дракона» тебе понравилась больше? Главный герой Икинг внешне немного похож на тебя. А если у вас что-то общее? Спрашивают. Ну, у нас такие коровьи глаза, а кроме этого я бы не сказала, что мы похожи. Он гораздо больше доверяет, главный герой гораздо больше доверяет людям и драконам, а я не всегда доверяю и не знаю ни одного дракона, так что мы не очень похожи. Но мне вторая часть очень нравится, не только потому, что у меня там песня, а еще очень красивая история. Напоминает чуть-чуть Lion King, может быть даже еще лучше. Ну тогда следующий вопрос от Ноны. Она пишет: Как ее зовут? Нона. Нона? Да. Это подлиннее, есть такое? Нет, это похоже на Нину, но это все-таки Нона. Да. Понятно. Красивое имя. Ага. Она пишет: какие страны ты мечтаешь посетить в качестве туриста, и в каких хотелось бы выступить с концертом и быть приглашенным на шоу или передачу? У меня нету таких стран, где я хочу, чтобы в Одессу я хочу быть в рынке, а здесь я хочу быть туристом. У меня нет таких преферансов, планов. Мне просто нравится ездить по всему миру. И, честное слово, я очень рад, что я не мировой артист пока что, а европейский, потому что мне очень нужно страны, где я могу быть туристом. А Америка — это моя самая любимая страна. И я очень рад, что я там могу быть в разных парках и гулять по городу без того, что... конечно, много уже людей видели меня по интернету и останавливают меня на улице и здесь, и в Америке, и в Канаде, и в Азии. Но все-таки я чувствую себя еще свободным человеком там. И надеюсь, что так продолжится. Спасибо.
Спасибо. София спрашивает. Добрый день, Александр. Скажи, а ты веришь в любовь с первого взгляда? София, я даже не знаю, верю я в любовь с первого взгляда. А ты веришь? Ну, тогда я тоже поверю. Самое главное, что нужно верить в дружбу с первого взгляда. Я всегда со всеми новыми людьми в жизни я пробую себе говорить, что я дружу с ними, даже перед тем, когда я знакомлюсь с ними. Я даже сам не понял, что я говорю. Надеюсь, София поняла. Ладно. Так, Елена Бондарук спрашивает. Александр, это пример еще одно доказательство многогранности вашего таланта, постоянного развития творчества. Что еще Спасибо, вы Елена. не проделали из того, что очень хочется сделать? Ну, я чувствую, что все эти проекты, которыми я занимаюсь, это все шаги в правильное направление, потому что я хочу через несколько лет, я хочу стать знаменитым композитором. Не артистом, а композитором. Ну, я очень, конечно, рад, что люди меня приглашают во всем мире выступать, и я надеюсь, что я навсегда буду артистом, но хочется, чтобы главная часть моей работы была как композитора. Ну, как композитор, да. Разным артистам, для разных фильмов, в Евровидении. Я очень надеюсь, что через 10 лет люди будут бороться, чтобы получить мою песню в Евровидении. Может быть, так и будет. И вы мне, может быть, поможете. Так, Наталья пишет. Привет, Саша. Твоя новая песня Привет. добрая и позитивная. Под нее однозначно можно путешествовать. Помню, что ты недавно был в Сочи. Чем удивил тебя этот город? Хотел бы ты приехать туда еще раз? Мне Сочи очень понравился, как всегда, не только потому, что красивый город, а еще и красивые люди, и доброжелательные люди. Я надеюсь, что не только они доброжелательные были, потому что Олимпийские игры были, а просто вот так вот от природы. И я с удовольствием еще приеду в Сочи, чтобы проверить, по-прежнему ли вы хорошие и доброжелательные. Я надеюсь, что да. От нее же вопрос, кто из команд является твоими любимыми на чемпионате мира в Бразилии? Какая песня группы The Beatles у тебя самая любимая? Это очень два логичных, смешных вопроса. Да. Моя любимая команда – это Германия, потому что они подготовились. И это очень хорошая философия вообще в жизни, что вот мне очень бесит то, что люди говорят, что ну Германия, она скучно играет, потому что они всегда, они как машины играют, они все совершенство у них. Но это же хорошо, это же так и должно быть, что люди не только с душой играют. Душа это тоже хорошо, но самое главное, что это их работа, и они подготовились, и они усердно работают каждый день. И так, я считаю, музыканты тоже должны относиться к своей работе, что не только что от души и так вот, а нужно подготавливаться, нужно усердно работать. Потому я болею за Германию, ну и за Нидерландов тоже, потому что они такие bad boys, они не подчиняются никому. Там видно нидерландскую команду, как они играют? Ох, Игривая. да. Скажи мне, какая песня группы The Beatles тебе нравится? Любимая песня Beatles Because. Послушайте ее на iTunes. Или что у вас там в Украине, я не знаю, у вас есть iTunes? Нет? Да есть? Конечно. О, ну хорошо, поздравляю. Ну, на интернете послушайте Because. Неизвестная песня, но не всегда самая известная песня самая лучшая. Ну, в общем, она тебе говорит, пишет, если будешь устраивать тур по России, обязательно посети Краснодар. Приглашает тебя в Краснодар. Я очень с удовольствием приеду в Краснодар, там меня уже приглашали заказчики, не получалось по датам, как сказать, по числам. Правильно? Да, конечно. Видите, у меня русский уже лучше и лучше. Так что не получилось, но надеюсь, в следующий раз получится. Спасибо за поддержку. Марина пишет тебе, поменяла ли тебя слава
Или ты после победы на Евровидении остался таким же, и тебе ничего не поменялось? Ну, я думаю, что философия у меня такая же была перед Евровидением и после Евровидения, что самое главное не наступать на людей, не забывать свою семью и быть благодарным за каждый маленький успех. А так, конечно, жизнь поменялась. Сейчас у меня очень большая привилегия сейчас, что я могу посылать имейл людям, и они ко мне прислушиваются. Это очень редкая привилегия. Я очень благодарен. Как стали относиться к тебе твое окружение? Она же спрашивает. А кто это такое окружение? Окружение? Типа люди вокруг люди меня? Они, Ой, вдруг я опять сейчас стал по-английски думать, и тогда трудно по-русски. Еще раз, пожалуйста. Как стали относиться к тебе люди вокруг, с которыми ты раньше общался? Понятно. Ну и вообще сейчас общаешься. Многие вообще-то друзья покинули меня, потому что слишком многие люди завидуют, и им трудно это сказать, так что легче просто отойти. И я вообще-то, я не могу возмущаться из-за этого, потому что, кто знает, может быть, я тоже так так поступил. Люди, я думаю, инстинктивно, мы очень ревнивые, мы завидуем друг другу, но с этими чувствами нужно бороться. У нас все они есть, и с ними нужно бороться. Я очень рад, что у меня есть мало друзей, но зато очень хорошие друзья, которые следуют за мной, которые говорят мне про свои проблемы и которые относятся ко мне не к мировому артисту, а как к соседу и как к другу. Задает вопрос тебе Светлана. Расскажи о девушке своей мечты, какая она должна быть по характеру, внешности и возрасту. Я вообще-то не мечтаю о никакой девушке, потому что я очень уважаю женщин и девушек. Я не хочу вмешиваться в вашу жизнь. Чтобы мне поверить в любовь, это нужно какое-то чудо. Потому что я больше верю в дружбу, я верю в карьеру, я верю в жизнь. И пока что это не изменилось. А у тебя сейчас есть девушка, она же спрашивает? Не ты спрашиваешь? Да, понятно. Девушки нету. Я знаю, я знаком с девушками, но типа что... Вот понимаете, сразу, когда появляется девушка, так тогда особенно артистам очень легко почувствовать, что ладно, я тогда отказался от всех других девушек в мире, так что ты должна исполнять все, что я желаю. Это очень опасно так думать, потому что нужно уважать друг друга, и сразу, когда появляется девушка в жизни, так чувствуется, что она моя, и очень просто портит жизнь этой девушки. Я не хочу такое. Наоборот, я хочу вас вдохновлять, развивать и поддерживать. Этого хватит мне. Поменьше целоваться, побольше поддерживать. Понимаешь? Понимаю. Это ты из-за вежливости говоришь, что поняла. Я сам не понял. Нет, я поняла. Да? Хорошо. Значит, тебе Инга пишет. Привет, Шурик. Мы очень рады вновь видеть тебя в нашей стране. Вот. И в последнее время, там переключить немножко. Пишет, в последнее время, около года, ты постоянно работаешь с детьми со всех уголков Норвегии. И собираешься еще научить... Только в Норвегии, всего мира. Да, я был в Манхэттене, в Баку, в Азербайджане, везде. Вот она тоже еще пишет, что ты собирался учить белорусских маленьких скрипачей, и детям твои уроки нравятся. И теперь тоже очень нравится работать с детьми. Так не думал ли ты стать детским учителем по скрипке? Я думаю, что это
будет очень важный момент в моей жизни, роль учителя, особенно для маленьких детей, но, как всегда, мне нужна разнообразность. Я думаю, всем нужна разнообразность. Если есть несколько талантов у человека, очень глупо отталкиваться от этих талантов, чтобы развивать только один. Я думаю, что нужно принимать все стороны жизни. И я с удовольствием буду работать с детьми, но я тоже и буду работать с престарелыми. Вот. Ты не думал писать веселые мелодии для детских мультиков? Ну, только что написал. Спасибо, что спрашиваете. Или я не понял вопрос? Нет. Ну, только что вот сейчас написал веселых. Ну, я не могу сам решать, веселое или нет, но во всяком случае смысл этой песни, чтобы люди радовались, чтобы люди поддерживали друг друга и были вместе. Послушайте, называется Into a Fantasy. Есть на YouTube, везде. Угу. Ты молодец, хорошо работаешь. Так, Карина пишет, какие у тебя вредные привычки есть? Ну вот, вредные привычки. Например, когда я разговариваю, я очень часто вот так вот делаю. И забываю, что это невежливо. Мама бы на меня рассердилась. Вот, например, так. Иногда я опаздываю на встречи, потому что я чувствую, что нужно все запомнить, все взять с собой, и вот на 15-20 минут всегда опаздываю. Ужас. А так я нормальный парень. Не куришь, не пьешь? Да, вот. Я очень редко пью, никогда не курю. Конечно, это трудно в Украине, в России, в Беларуси, потому что в славянских странах нужно пить. И всегда я вот пробую найти разные фразы, как отказаться, но вежливо. Потому что люди же всегда, ну давай, дружбан, давай хотя бы вот одну рюмку. А я говорю, нет, завтра у меня концерт. И они даже разочаруются. И вот трудная культура. А если ты пьешь, то что пьешь? Какой твой напиток? Ну, я не знаю, лучше об этом не говорить, сейчас много детей наверняка смотрят. Да. Но самый такой безопасный напиток это Smirnoff Ice. Легкий. Ну, такой как. Ну, я женские напитки пью. Они такие безопасные. Кузьмина тебе пишет. Привет, Александр, как ты относишься к Кончите Вурст, победившей на Евровидении? Кончита, очень красивое имя, кстати. Ну и Кузьмина тоже красивое имя. Может быть, тоже из Австрии. Мне очень нравится, что уже когда такая контроверсиальная песня выиграла, что хорошо, что сама песня отличная. Потому что неважно, как люди относятся к тому, что мужчина переоделся в женщину, это некоторым это нравится, некоторым не нравится, но это музыкальный конкурс, и как музыкант мне песня нравится. Очень даже нравится. Я болел вообще-то за Нидерландов, но выиграла Кончита, и я совсем не против. Ольга тебя спрашивает, считаете ли вы себя примером для подражания и почему? Еще раз. Считаете ли вы себя примером для подражания? Подражание, чтобы люди типа пародировали или похожи? Ну, хотели быть похожи на вас. Ну, я знаю, что многие комики пародируют меня, так что, значит, хотят быть похожи на меня. Потом у меня же такая странная прическа, у меня разные экспрессии. Я думаю, что если дети хотят быть похожи на меня, так это приятно, потому что я как раз за то, что не надо все время в самые модные одежды одеваться, просто нужно быть комфортабельным и
и не портить людям настроение своим образом. А кроме этого можно делать все, что хочешь. Удачи! Тоже та Ольга спрашивает, расскажите, что вы делаете обычно с друзьями, как проводите время? Вот я Привет, Ольга. С моим лучшим другом сейчас смотрю чемпионат футбола. Почти каждый день у меня повезло сейчас, что у меня как раз была целая неделя в Осло. Это очень редко. И мы посмотрели абсолютно все матчи пока что футбола. А вот сейчас уже начинается промо-тур моей песни, и я думаю, уже мы не встретимся минимум 2 месяца. Так что я рад, что я зарядился с ним, с Супер Марио и с чемпионатом мира. По-моему, она же спрашивает, следишь ли ты за новинками техники, планшетами, ноутбуками, фотоаппаратами? Ну, вообще, за появлением новой техники. Я очень слежу за все, что Apple делает, но это не значит, что мне нужно самое новое все время. Например, сейчас у меня телефон где-то, ну ладно, не покажу вам, но вы знаете, как iPhone выглядит. Так что у меня 4-й iPhone, совсем не новый, но для меня самое главное, чтобы функциональность была, как это по-русски сказать. Ну, чтобы все работало, и чтобы комфортабельно было, а кроме этого мне не нужно все время обновлять все. Зато у меня самый новый телевизор в мире, экран. Он очень большой и 4K играет. Это в 4 раза лучше, чем HD. Я вам всем рекомендую такой телевизор купить. Где ты его купил? Я его купил называется L-Shop, норвежский магазин. Я думаю, что в Украине тоже есть. Украина очень модная страна. Но я понимаю, конечно, что не всем это важно, что HD, 3D, 4K, а мне важно. Это мой отдых. Ты часто смотришь телевизор? Я очень редко смотрю телевизор, потому это мой отдых. Так, хорошо. Тебе пишет Наташа. Пишет: привет, поздравляю с выходом нового клипа, соответственно, и песни. Спасибо, Наташа. Это мама моя или другая Наташа? Наверняка другая Наташа. Привет. Есть, который был ранее. Вопрос: как ты считаешь, какой должна быть девушка-артистка? И чем она должна заниматься, работать или домохозяйкой быть? Девушка-артистка? Да, ну твоя девушка какая должна быть? Девушка-артиста. Да. Понятно. Она должна стирать. Я шучу. Ну, хотя должна, конечно, стирать, но я тоже ей буду помогать. Я думаю, что все-таки для артиста самое лучшее найти девушку, которая занимается совсем другим делом, чтобы баланс был. Но были артисты, которые доказали, что можно тоже делить жизнь с девушкой, которая тоже занимается музыкой. Нету правил в этой любви. Какие личные качества у них должны быть? Никакие. Самое главное, чтобы что-то оригинальное было. Я верю, что у каждой девушки в мире есть что-то оригинальное. Я не говорю это потому, чтобы просто что-то приятное сказать. Я точно уверен, что если вы одумаетесь, так у вас всех есть что-то, что нет у никакой другой девушки. Ну или парня. Я думаю, что не только девушки смотрят. Надеюсь. Нона пишет: здравствуй, Саша. Расскажи о своих творческих планах на ближайшее будущее, предстоящих проектах. Чем бы ты хотел заняться, в чем себя реализовать как артист и музыкант? Задумывался ли ты когда-нибудь о возобновлении съемок в кино? И поступает ли тебе роль? В общем, многогранный вопрос. Самый главный вопрос какой был? Значит, собираешься ли ты дальше реализовывать свои проекты? Ну, конечно, все проекты должны реализоваться, но не всегда это от меня зависит. Иногда это главные там начальники, там продюсеры, которые решают, будем мы принимать эту песню, не будем. Но самое главное всегда сделать свое дело и потратить время на это, иногда даже деньги, чтобы потом не стыдно было, чтобы
потом не нужно было говорить себе, ай, почему я здесь слишком долго подождал, или почему я кинул это. Всегда для себя, для самочувствия всегда хорошо не только начать. Идея это очень хорошо, но как это сотвердить, это как это сказать? Утвердить? Вот, нет, ну Решить? да. Решить? Нет, как это. Что не только начать, а и закончить тоже. Мгм. Было слово такое, только я забыл. Завершить. Завершить. Спасибо вам. Я Саша Рыбак. А по поводу возобновления съемок в кино, будешь ли ты еще сниматься и хочешь ли сниматься? Поступают ли тебе роли какие-нибудь? Если какая-нибудь... Я бы с удовольствием принял роль как типа Паганини или Ули Бюль, тоже известный скрипач норвежский. Роль должна подходить. Я знаю, что я не самый лучший актер в мире, вообще никакой актер, но все-таки я уверен, что я могу сделать очень хорошую работу, если мне дадут правильную роль. Но если на русском, так мне нужно 5 лет сначала заниматься над вашим языком. Хорошо, надо благодарить тебя за твое творчество. А я благодарю ее за ее многие вопросы. Ульяна тебе пишет, Ага. привет из солнечного Баку, пишет тебе Ульяна. Твой недавний Здравствуй, концерт, Ульяна. да, он пишет, твой недавний концерт в центре Гейдера Алиева был замечательным и прошел на ура. Поздравляю с новой песней, не могу наслушаться. Саша, у меня к тебе Спасибо. следующие вопросы. Как ты относишься к собственным снам? Веришь ли ты в то, что они могут осуществиться? И происходило ли в твоей жизни чудо? Что сны Да, сбываются? Да. Ну, я думаю, что это... Опять я хотел бы сказать что-то здесь волшебное, но я думаю о том, что сны это просто подтверждает то, о чем мы думаем, что нам очень важно в жизни. И если, например, если я мечтаю о том, что, если мне снится, что я встречаюсь с моей первой любовью, например, так это не значит, что это должно сбыться, это значит, что мне просто это очень хочется. И я думаю, нам нужно прислушиваться к снам. Это все, что я могу сказать. Какой твой любимый цвет? Вот это, наконец-то, очень легкий вопрос. Мой любимый цвет белый или черный. И иногда красный. У меня нету любимого цвета. Нет. А? Все подряд любят? Да, мне радуга. Радуга нравится. Радужный цвет. Одежду какого цвета чаще всего одеваешь? Не знаю. Я чувствую себя таким ярким, что я очень часто одеваю серые одежды, чтобы чуть-чуть приземлиться. Я шучу. Я очень часто одеваюсь черным, а если очень жарко, в белом. Тут хорошее такое легкое правило. Она тебя благодарит заранее и говорит, Спасибо. что ты чаще приезжал в Баку. В Баку, да, я точно приеду. У меня там приятель Анар Рейбанд. Анар очень, очень хороший продюсер, и он меня приглашает в Баку еще раз, часто. Так что приеду. Светлана тебе пишет, Саша, какой у тебя рост? Просто нигде нет точной информации. Когда будут еще новые песни? В общем, про рост. Какой у тебя рост? Ну, если в хорошем дне я 1,84. 1,84 м, да? Да. Когда- Если я чувствую себя хорошо. А иногда я так 1,82 или так. 1,82. Когда будут еще новые песни? А лучше всего альбом? А почему лучше всего альбом? Хотя Это чуть очень правда странно. будет. Да. Не, мне нравится делать песни с историей, чтобы был смысл в песне. Не только, что мне нравится один жанр, и я буду запишу 60 минут именно с этим жанром, а мне именно хочется рассказать историю. Может быть, потому мне так нравится работать с фильмами. Потому что я считаю, просто музыка это не хватит, нужно что-то визуальное. Не обязательно делать клип каждой песни, но если нету в голове ничего визуального, если просто слушаешь музыку, она тебя не вдохновляет на что-то
на что-то визуальное в голове, так это нехорошая музыка, я считаю. Это тогда недостаточно. Недостаточно. Недостаточно? Недостаточно. Так что у меня всегда песни или про какую-то раньше любовь, или про, например, про фанатку, которая меня преследовала. Но это все правдивые истории. А сейчас вот про то, как мне важно видеть, что люди вместе, что им хорошо и так далее. Посмотрите клип, называется Into a Fantasy. Вам понравится, может быть. Почти последний. Мгм. Даша тебе пишет: Саша, здравствуй, от души спасибо и поздравляю с песней и клипом. Очень живая и яркая песня. У меня несколько вопросов. Давай, Кем бы ты Даша. хотел спеть дуэтом? Как думаешь, кто выиграет чемпионат мира по футболу? В общем, первый вопрос. Кем бы ты хотел спеть дуэтом? Ну, про чемпионат мира я по-прежнему за Германию. А дуэт, я очень бы хотел сделать дуэт с Киркоровым. У него такая энергетика, которая бы мне очень подошла. Только у него график, который ко мне не подходит, потому что всегда я занят, он занят. Но надеюсь, что когда-нибудь мы сделаем что-то вместе. Посмотрим. Расскажи о планах на оставшийся 2014 год. Сейчас я занимаюсь больше и больше русскими странами. Я сейчас пробую русские тексты писать с большой помощью. В Скандинавии у меня пару телепроектов, где, например, в Норвегии я буду помогать юным композиторам и выберу одну песню, которая станет мировым хитом, новым точно. А кроме этого я по-прежнему гастролирую, конечно, работаю с детьми. Это очень важный проект для меня. И самый большой проект мой – это сказка музыкальная про тролля. Я уже 2 года с этим работаю, и скоро уже это будет реально. Скоро будет и книга, и альбом. И, надеюсь, будет перевод и на русский, и на английский. Ждем. Вера пишет: Саша, вот хочется знать, а как ты представляешь свою старость? Старый? Ой, знаете что, я очень стремлюсь к своей пенсии. Нет, это глупо сказать, но я чувствую себя уже взрослым и старым уже много лет. Когда мне было 15 лет, я почувствовал, все, уже юность закончилась. Я взрослый человек, скоро уже старый, и просто это очень мне помогает, это очень облегчает меня, потому что тогда нету проблем, что скоро уже юность закончится. Юность уже давно моя закончилась, это очень приятно. Так что у меня друзья почти все, им 50-60, потому что у меня философия очень пожилого человека. Но мне очень легко, конечно, с молодежью тоже. Ну сколько лет ты себя ощущаешь сейчас? Я чувствую себя как... мне 28 лет, и так я себя и чувствую. 28 лет, 28 это самое лучшее, самый лучший возраст. А скоро 29 будет самый лучший возраст. Скоро 30. Инна тебе пишет. Мгм. Значит, она рассказывает о том, что клип твой смотрела с мамой. Да. И говорит: не страшно ли тебе сидеть было на краю высокой скалы? Ой, Инна, спасибо за эмоции, за то, что ты заботишься обо мне. И я, как видишь, я еще жив. И я не могу описать тебя как экстремальным человеком, потому что если я знаю, что я могу где-то пораниться и так далее, я не занимаюсь экстремальным спортом, а просто сидеть. Я же Норвегию знаю, я нашу природу знаю, я знаю, что она тоже заботится обо мне. Так что
я могу сидеть на самой высокой горе и не бояться упасть, потому что мы заботимся за природой, и природа заботится о нас. Огни тебе пишут. Имя такое. Огни. Понятно. Красиво. Алоха, ты принимал участие в создании великолепного мультфильма «Как приручить дракона 2». Ну и нравится ли тебе сам мультфильм и трилогия этого мультфильма? Любишь ли ты драконов? Конечно. Как любит она? Я обожаю этот мультик. Это очень искренняя история про дружбу. Так же, как моя новая песня, мой новый клип, я пробовал сделать в том же самом духе. И я стремлюсь уже к третьему фильму. Надеюсь, что я буду озвучивать скандинавский голос там тоже. Посмотрим. А сейчас будем смотреть второй фильм и мой клип. Будем скачивать мою песню, да. А еще я хочу вас пригласить завтра в 6 часов, как это называется? Cinema City. City Cinema. Сити Бичков или Синема Сити? Cinema City. В 6 часов завтра. Там мы будем, как называется, вы помогите? Ocean Plaza. Сити Бичков. Да. Ocean Plaza называется Cinema City. И там будет премьера клипа, и мультик будет показывать. Надеюсь, детки придут, получат там автограф, и еще больше людей услышат мою песню. Видишь, какая привилегия. Приглашаю вас всех. Мария хочет поговорить с тобой. Еще? Да, еще есть вопрос один. Мария хочет поговорить с тобой о родине. Давай поговорим. Ну, в общем, она знает, что ты планируешь организовать несколько мастер-классов в музыкальных учреждениях Беларуси. Угу. Она спрашивает, говорит, что в Орше был успех, как у поп-артиста у тебя, и она хочет знать, будешь ли ты проводить один из таких мастер-классов в этом городе, в Орше. Мне очень понравился ваш мэр в Орше. Очень хороший человек. И я надеюсь, что я вернусь к вам. И неважно, с попсой или с этим вот мастер-классом. Самое главное, что мне очень ваш город понравился, и я уверен, что вообще, что вся Белоруссия очень красивая, и я очень стремлюсь к новому туру, к новым концертам. Ну, Яна вроде бы говорит, что просто у меня я очень редко у вас в Украине, и у меня очень плотный график, без сна и так далее. Но я, конечно, очень рад здесь быть. Яна махает, говорит, что уже пару минут. Самые такие давай вопросы. Светлана тебе пишет, планируешь ли ты подготовиться к следующему году артиста к Евровидению? Ну, будешь ли ты готовить кого-то к выступлению к Евровидению? И вообще подготавливаешь ли ты профессиональных белорусских артистов? Конечно, самая лучшая была бы ситуация, где просто все страны пишут мне, что хотят мою песню, но получается так, что или я пишу артисту, который занят, или продюсеры и артисты пишут мне, но мне не нравятся эти артисты. Так что надеюсь, что все сбудется, что и мне понравится артист, а артисту понравится песня. Так что это в Евровидении, я думаю, никому не хочет участвовать, если это не полноценно. Очень важный продукт показывать стопроцентно, который всем нравится. И для этого нужно терпеливость. Пожалуйста, давай. Ты очень красиво разговариваешь, так что я наслаждаюсь голосом. Не, просто в камеру, пока они ждут. Тебя Анна спрашивает, что для тебя означает самосовершенствование? В каком направлении тебе хотелось бы развиваться и больше познавать? Ну,
вот как раз как композитор. Я хочу развиваться как композитор, как музыкант, потому что быть форматным артистом это довольно просто. Но не забывать себя, не забывать свои корни, вот это трудно. И я хочу вот именно эти корни развивать. А корни мои это славянская кровь, но и скандинавский дух, скрипка, музыка, классическая музыка, классика. Я хочу вот именно этот микс жанров показывать всему миру. И я чувствую, что у меня это уже очень даже получилось несколько раз. Я хочу продолжать этим делом. Катя тебя спрашивает, какой период твоей жизни ты считаешь самым лучшим, до Евровидения или после? Ну, точнее, после Евровидения или в данный момент? Катя, очень хороший вопрос. Я думаю, что... Я уверен, что мне гораздо легче вот сейчас, когда я знаю все... Я чувствую, что я знаю все тайны жизни. Я все время философирую про все. И по-прежнему я же ребенок в голове, но уже с опытом. Ребенок с опытом. Это самое лучшее. Могу порекомендовать. Спасибо вам большое. Мне нужно все, бежать. Вам тоже. Я уверен, что у вас много дел. Спасибо за поддержку, как всегда. И надеюсь, что я всех вас увижу завтра в Cinema City в 6 часов.